Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы уделим внимание февралю 2022 года. Поговорим и дадим вам определенные рекомендации, которые вам помогут прожить этот второй месяц 2022 года в изобилии и достатке. И обязательно напишите прямо сейчас волшебное приветствие. Все события в моей жизни в феврале 2022 года к деньгам и изобилию. Да будет так. Обращаем ваше внимание, что до 4 февраля у нас с вами ретро-меркурий. А это говорит о том, что у нас могут быть поломки в технике, могут быть зависания всевозможных дел, также могут быть недопонимания между людьми, необдуманные могут быть финансовые решения, а также повышенная аварийность в транспорте и даже в быту. И, пожалуйста, как только наступит февраль, если что-то вы запланировали, не спешите сразу за покупками. Подождите недельку. Это касается также и недвижимости, автомобилей, каких-то дорогих приобретений. Потому что ретро-меркурий все-таки со временем отразится на вас. Ну, а теперь более подробно поговорим по февралю. Итак, друзья, 1 февраля мы с вами отмечаем китайский Новый год. И у нас с вами наступает год Тигра. Отмечать, не отмечать ваше дело, но весь мир отмечает, почему бы не отметить и еще раз не попросить Вселенную, высшие силы о тех благах, которые нам нужны на этот год. Кроме того, обращаем ваше внимание, что 1 февраля нам будут идти подсказки, и также это будет и закладка происходить событий на ближайший год. Поэтому встречаем правильно для того, чтобы задобрить водного тигра. Поэтому обязательно встречайте все-таки. Если вы не хотите встречать китайский Новый год, то в любом случае мы с вами будем встречать новолуние. И не забудьте сделать карту желаний. И далее, друзья, у нас с 1 февраля по 7 февраля у нас с вами планета Марс подружит с планетой Юпитером. А что это нам дает? А это нам дает прекрасное время для осуществления любых амбициозных планов, для того, чтобы мы с вами активничали именно в сфере работы, в сфере бизнеса. Также обращайтесь за поддержкой к своему руководству, к своему покровителю. Не бойтесь рисковать и смело заявляйте о себе. Но помните, что одновременно у нас выходит 4 февраля из ретро-движения Меркурий. Поэтому нужно исходить и действовать, исходя из своих прежних планов, и не влезать в это время в какие-то новые проекты. Также обращаем ваше внимание, что с 1 по 7 февраля у нас, как мы уже сказали, 4 февраля происходит разворот Меркурия из ретро-движения. Поэтому в это время все-таки будьте осторожны в поездках, в командировках, по 10 раз перепроверяйте, особенно что касается документов и любой информации, которая к вам поступает. Потому что может быть такая ситуация, что вам позвонили, сказали одно, вы встрепенулись, бегом-бегом, а в конечном итоге оказалось, что это было все-таки где-то кто-то совершил какую-то ошибку и было по-другому. Поэтому, чтобы это не произошло, требуйте в обязательном порядке документы, подписывайте контракты, читайте по 10 раз. Взвешивайте всю информацию и не принимайте поспешных действий при общении с малопродуктивными, с мало знакомыми людьми. Далее, друзья, у нас с вами неделя с 7 по 13 февраля. Вы знаете, эта неделя достаточно будет насыщенная, продуктивная. Почему? Дело в том, что все планеты идут прямо. Поэтому все, что вы планировали, обязательно сделайте с 7 по 13 февраля. И возьмите это время, прямо, знаете, обведите себя в красную линию и постарайтесь. Если планировали покупать что-либо, делать, открывать, это ваше время.
Далее у нас наступает период с 13 по 19 февраля. И вы знаете, вот здесь наступает время любви, время романтических отношений, да и плюс ко всему у нас с вами 14 февраля День влюбленных, но все же здесь мы с вами хотим уделить внимание именно серьезным отношениям, когда у людей может приходить понимание, что действительно, например, люди друг другу не симпатичны, что они нелюбимы. И вы должны понимать, что готовы ли вы взять за друг друга ответственность, помогать ли друг другу. Если вы чувствуете, что у вас вот этого нет, не стремитесь и не бегите признаваться тогда в любви. И знаете, вот и бывает очень часто так, что люблю, женюсь и закрою все вопросы и решаться. Нет, будет только хуже, поэтому если у вас только начинаются потихоньку развиваться отношения, не спешите вот с 13 по 19 февраля. Кроме того, будут проигрываться ситуации, где вы будете видеть человека в какой-то степени насквозь. То есть будут проигрываться так ситуации, что вы будете видеть его настоящего. Также высока будет вероятность служебных романов, начало даже отношений с руководителем или бизнес-партнером. Кому-то поступит также предложение руки и сердца. Но именно этот период с 13 по 19 очень хорошо решать любые финансовые задачи. Далее у нас с вами 16 февраля, середина месяца, и будет мирное и продуктивное полнолуние. При этом наступит ясность и понимание того, что вообще происходит в вашем мире. И, пожалуйста, снимите свои розовые очки. Не нужно верить в то, что вам говорят. Возьмите себя в руки и разберите всю свою жизнь по полочкам. Далее с 15 по 20 февраля у нас с вами Юпитер с Ураном. И вот именно это, наверное, самое одно из лучших времени для того, чтобы вы начали, например, заниматься обучением эзотерики, каких-то эзотерических знаний получили, возможно, вас заинтересуют какие-то книги, возможно, карты Таро, изучайте. Также запуск новых IT-проектов, стартом каких-то вот коллективных, глобальных проектов. Также в этот период с 15 по 20 февраля может быть неожиданная удача и успех в делах, которые связаны с путешествиями, связаны с образованием, с учебой, также с иностранцами, а также работой в зарубежных компаниях и решением любых юридических вопросов. В общем, друзья, с 15 по 20 февраля уделяйте время своим знаниям. Также и планировали пойти на курсы, семинары, тренинги, самое то время, поэтому вперед. И далее, друзья, у нас последний период в феврале, это с 21 февраля по 27 февраля. И здесь у нас Венера будет в Козероге, и вы знаете, многим людям захочется романтики, заботы и внимания. И здесь мы с вами многие погрузятся в такие вот приятные иллюзии, как чувства, как любовь, нежность, добрые и ласковые слова. И, скорее всего, вот эти вот чувства, вот эти отношения вас ждут на работе или в командировке. Если вам нравится ваш руководитель или бизнес-партнер, или кто-то связан именно с вашей работой, присмотритесь, потому что период действия, знаете, такого тумана будет вот с 21 по 27 февраля. Будет все в розовых очках, именно касательно отношений, именно связано с любви, с семьей. Поэтому будьте очень осторожны. Как мы только что озвучили, да, более детально мы еще, возможно, поговорим о феврале 2022 года, но, как вы видите, никаких таких крутых всплесков, подъемов в феврале нет. То есть мы видим, что все-таки февраль у нас такой вот легкий, дружелюбным, и также обращаем ваше внимание, что именно с 18 по 28 февраля наступает очень такой вот мощный период для самопознания, для развития себя.
Поэтому, если вы сейчас находитесь дома, вот именно с 18 по 27 февраля, займитесь самообучением, самообразованием, самопознанием себя. Это очень важно для многих людей. А 18 февраля обязательно настройтесь на все новое и обязательно в этот день начните креативить. Да, если вы умеете это делать, то именно 18 февраля к вам придут достаточно много интересных идей, проектов, возможно, и так далее. Так что, друзья, желаем всем прекрасного февраля. Не забывайте писать волшебное приветствие на февраль. Пусть февраль для вас действительно пройдет в изобилии, в достатке. И напишем следующие слова. Все события в моей жизни в феврале 2022 года к деньгам и изобилию. Да будет так. Мы всем желаем прекрасного, плодотворного февраля. И с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.